Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня для вас рецепт порционных мини-чизкейков. На мой взгляд, это очень интересная альтернатива классическому чизкейку. Они готовятся намного быстрее, для выпечки не нужна водяная баня, выглядят нестандартно, не банально, празднично. И такой формат очень удобен. Столовые приборы для подачи не обязательны, один мини-чизкейк как одна порция. Можно такие готовить, например, для кэнди-баров. Смотрите, какие милые малыши. И вкус для такого десерта я также подбирала праздничный. Давайте скорее готовить, и вы обо всем узнаете. Итак, начнем мы с основы для мини-чизкейков. И для нее я использовала медово-имбирное печенье, которое готовила в прошлом видео. Оно придаст пряную, ароматную, праздничную нотку нашему десерту. Печенье нужно измельчить в крошку любым удобным способом. Я это делала в блендере с ножами. Также можно сложить печенье в пакет, завязать его и прокатать хорошо скалкой. Получившуюся крошку нужно смешать с растопленным сливочным маслом. Основа готова. Должна получиться вот такая липкая крошка. Сразу подготовим формы для выпечки. Форму и бумажные капсулы я использую те же самые, что и для капкейков. На дно каждой капсулы выкладываем примерно по 1,5 чайной ложки печенья и утрамбовываем. Можно ложкой, а я еще, например, придавливаю рюмкой подходящего диаметра, чтобы слой получался ровнее. И когда подготовили форму с основой, будем готовить сырную часть. Для сырной части нам понадобятся все продукты комнатной температуры. Вначале к творожному сыру добавляем сахар и хорошо растираем массу, чтобы сыр стал однородной кремовой текстуры без комочков. Можно воспользоваться миксером на минимальной скорости, чтобы сыр не взбивать. Затем к сыру добавляем натуральный йогурт комнатной температуры. Йогурт можно заменить нежирной сметаной. Также перемешиваем на минимальной скорости. Масса должна получиться вот такой однородной. Теперь добавляем яйцо комнатной температуры и вмешиваем его. Если работаем миксером, то всегда на минимальной скорости, чтобы массу не взбивать. Вот такой однородной должна получиться масса. Осталось добавить к ней апельсиновую цедру и ее уже легко вмешать лопаткой. Цедра придаст потрясающую цитрусовую нотку чизкейкам, и она отлично сочетается с пряной основой. На этом сырная масса готова. Для удобства заполнения капсул я сырную массу перекладываю в кондитерский мешок, но также можно воспользоваться и обычной чайной ложкой. Теперь заполняем капсулы сырной массой, не доходя до верха. Из данного количества печенья и сырной основы у меня получилось 11 полноценных мини-чизкейков, и один получился неполным. Сверху сырную массу можно слегка разровнять ложкой. И теперь отправляем чизкейки выпекаться на обычный режим вверх-вниз, температура выпечки 170 градусов. По времени понадобится примерно 17 минут, но смотрите по своей духовке. В духовке чизкейки немного подрастут, и верхушка начнет слегка подрумяниваться. Сырная масса должна оставаться слегка подрагивающей. Если чизкейки передержать, они получатся плотными, но все равно вкусными. После духовки чизкейки снова опустятся, им нужно дать полностью остыть в форме при комнатной температуре, а затем убрать в холодильник. В это время можно приготовить клюквенный соус. Клюква отлично сочетается с апельсином, это одно из моих любимых зимних сочетаний, ягода отлично дополнит вкус чизкейков и завершит их внешний вид. Готовится все просто. В сотейник выкладываем клюкву, вливаем апельсиновый сок, добавляем сахар, кукурузный крахмал и обязательно корицу, она добавит пряную нотку. Все вместе перемешиваем и отправляем сотейник на плиту. При постоянном перемешивании доводим массу до кипения и после кипения провариваем 1,5-2 минуты до загустения. Затем перекладываем массу для остывания перед использованием. И когда конфитюр остыл, выкладываем примерно по 1 чайной ложке в центр каждого чизкейка. Посмотрите, насколько сразу преображаются чизкейки, как освежающе, аппетитно и красиво они выглядят. Ягодки сверху я посыпаю не тающей сахарной пудрой, это придает такой более праздничный, атмосферный, сезонный вид.
И завершающим элементом в декоре я сделала золотую кондитерскую посыпку в виде шариков. Она также добавила праздничный вид. Смотрите, какая красота получается. Порционные мини-чизкейки – идеальный вариант и для праздничного стола, и на подарки, и на заказ, и просто для себя, ведь они готовятся совсем не сложно, а результат отличный. И чизкейки получаются очень вкусными. Друзья, у меня на этом все. Обязательно попробуйте такие чизкейки, вдохновляйтесь. Я вас всех благодарю за внимание. Оставайтесь со мной на связи и до новых встреч!